Итак, ребятки, всем снова здравствуйте. Давайте посмотрим 3 ситуации, которые требуют вашего внимания. Давайте общий вообще каленкор этого всего. И 3 ситуации. И надо, наверное, подключить магический блок. Посмотрим, что он нам покажет. Так, общий каленкор, ребят, цели жизни вашей. Знание мироздания. Здесь работа с шаманами из вашего рода. Здесь преобразование колеса сансары, дхармы в вашей жизни. Кому-то, возможно, нужны отливки, а у кого-то это уже результат ваших отливок. Возможно, кто-то на новолуние собирается это делать, чистить душу и судьбу. Вот, в принципе, можно как-то... Здесь глобально, понимаете? Так, глобальненько, я бы сказала. Так, 3 ситуации, давайте смотрим. Ребята, если коротко, здесь вот вас полоскали на неделикатном режиме и для того, чтобы вас отмыть. Сбудутся у вас надежды. И вот смотрите, а по ритуалистике у вас какие-то уже надежды, планы, мечты, желания осуществлялись. И здесь вас как садили в одиночество против вашей воли, чтобы вы, как черная вдова, были. Никем не замечены, никому не нужные. Так. Понимаете, вот тут в плюс, да, а тут как бы в минус валит. Вас учат правильно распределять свою энергию, накапливать и тратить. Куда копить, когда, куда, для чего копить. И для кого тоже когда, с какими целями тратить. Дневные ритуалы, пожалуйста, делайте за счет ваших обыденных вещей, которые вы совершаете ежедневно, особенно с творчеством, окей. И при этом анализируйте и контролируйте, подбирайте тщательно свои мысли, как подбираете себе еду на завтрак, обед или ужин. Здесь вы на вас сделали на одиночество. Мужику полетели суккубы, у вас защита есть. У него жизнь и судьба меняются у этого человека. Ну, алкоголик. Возможно, связаны по крови. Если с защитами знаете ситуации, они айс, кровь вам помощь. Жертву сделайте какую-то. Так. Тут у вас тоже защита от этой программы. Если у кого нет, славянские боги тоже вам в помощь. Плодородие, радость. Кто-то хотел вас засадить вот эту черную вдову, чтобы вы сидели в этом прошлом, ковырялись, думали, дышали им. А другой человек выиграл бы себе время жизни, потому что уже скоро, видать, либо уже предчувствует смерть. Да, здесь человек на вас переклад делал. Либо здесь какая-то одинокая баба на вас это пыталась сделать.
видите, бесами работала через хозяйку кладбища, через места силы, через храмы, христианство. Молитвы, заговоры читала, к священнику ходила, либо к практику обратилась, на погосты, ей бы, блядь, воска сколько потратила. И у нее оморочки, что у нее сейчас защита хорошая, а человек заблокирован. Видимо, эти 3 ситуации сейчас, ребят, для вас актуальны, раз это все мне показывает. Такое ощущение, что люди это делали и думают, что опять проканает. И вот, знаете, бомбят. Да, пробить вашу энергетику с помощью обряда, вы что? А вы устраняете негатив. И что? Им магия, им прям порчей бабла летит, любое нападение на вашу сторону, потому что они попирают нравственные ценности. Если они вообще еще въебались в ислам, знаете, перебежники вот эти вот, с христианства в ислам, с бухты-барахты, не знаючи, блядь, много чего не знаючи, им пизда. Их просто разорвут и с одной, и с другой стороны. Почиститься хотят, ночью чистятся, страх как хотят почиститься. А получается, ну-ка, прям на магическом блоке, посмотрите. Нихуя у них не получается. Нихуя, ребят, лезут на ваш астральный план, на ваше самоосознание. Это 6-я чакра, это ваши сны, ваши эмоции. Им как будто бы зеркалятся все ваши эмоции, которые вы переживали. Вот этот спектр эмоций благодаря этим недругам. Им возвращается, им тоже могут сейчас сны сниться плохие, либо спать не могут. Им просто там, ну их уничтожают в денежном плане. Ну и отлично. Так, давайте посмотрим еще по этим ситуациям. Вы как будто бы понимаете, здесь это все закосили. Вот здесь реально вас очищают. Вот просто очищение идет на уровне перерождений, на уровне выполнения ваших договоренностей, вашей души с абсолютом, да, перед тем, как вы явились в эту жизнь. Да вы для себя расставили приоритеты, явное что-то вскрываете. Было у вас период пустыни, давайте скажем так, в вашей жизни, да? Получали откровения, учились, так сказать, давайте скажем, магии, учились слышать свою интуицию, да? Вы были в одиночестве, одиночество под замком. Все, вы пошли дальше, людям отматывает всю катушку их дерьма. Но люди считают, что возьмут напором, либо количеством, либо еще что-то. Смотрите, звезды, высшие абсолюты, задаю вопрос, а вам-то что с этого? А вам знаете что? Делайте, что делали, знания получайте, коль идут. Не получаете знаний, остановлен поток, мало ли у кого какая ситуация. Я думаю, вы знаете, что делать, когда, для чего и с какой целью. И здесь что-то очень интересное вам готовят. И очень положительное. Я же говорю, здесь вопросы с сансарой. Здесь человек, видимо, хотел жить, а вас чтобы не стало. До этого человеки могли баловаться, играться, а вы должны сдохнуть, чтобы им просто хорошо, блядь, стало, понимаете? Ну вот просто от них уй делать пошли, допустим, или там мамаша ебанашка, блядь, бывшего вашего, допустим, вот надо ей этот кошелек, понимаете, под ее, вот, ну, правой ляжкой, блядь.
Обязательно надо. Поэтому вот, ну, сделала вам насмерть, от нехуй делать. А теперь при смерти. Может с раком свалиться там, или, допустим, другая любая болезнь, блядь, смертельна. И она, сука, в панике, блядь. Понимаете? То есть, ну, сделано было в свое время, заказано было, ну, из-за не просто эгоизма, а из-за дебилизма, блядь, в принципе, человеческого, да, и мании охуевания. А теперь это все возвращается, и в панике бежит, сука, хочет, блядь, сука, пожить еще трішки, понимаете? Пожить бы еще хоть чуть-чуть. Да нет. Ну, ты ж не любила свою жизнь несколько лет назад. Блядь, в принципе, такие, блядь, свою жизнь не любят. Такие думают, что бабло решит все их вопросы. Оно как было гнилью, так гнилью и сдохнет. Хоть яхты дай, хоть пароходы, сука, хоть сделай президентом страны. Гниль. И эта гниль заразит даже всю страну, такой президент, понимаете? И вокруг себя. Их проще убрать. Да, смотрите, клевета, месть, ярость, злоба в вашу сторону просто пиздец вылетает. Мне ж дрыщут, блядь, этим огнем из жопы. Все, у них не получается контролировать свою жизнь, они в страхах, хотя в свое время вы были в этих состояниях, вы не знали, куда вам податься, вы были в злобе. Вы это могли обсуждать либо с психологом, либо с друзьями, либо просто сами для себя искали ответы, да даже сами с собой разговаривать могли. У каждого свои моменты и подход был. Все возвращается, ребят. Это из семьи люди, блядь, из вашей. Все. И вы остановили эти все подключки, эту всю хуету собачью, уж извините меня, и вошли в свою силу. Вы даже входите в нее. Здесь, ребята, конкретно вы жили не своей судьбой. Здесь мразота, сыкливая, понимаете, ни нахуй не способная, по жизни бомжующая, блядь, привыкшая пиздить ресурсы других людей. И ворованными деньгами себе глотки затыкивать. Почему ворованными? Потому что магию привлекаем, объебываем инстанции, побыстрее, побольше и, блядь, так, чтобы даже унести было можно. Понимаете? Люди не любят работать, люди не знают, что такое созидать. Понимаете? А знаете почему? Потому что они себя никчемными чувствуют еще с детства, с заниженной самооценкой большой. Здесь вы реально от какой-то, блядь, вы просто жили реально не своей судьбой. Вы вляпались, вы реально вляпались, а это ваш проеб. Потому что вы не поняли, в какую семейку вы влезли. Даже если это не семья, это не бывшая с мамашами, сестрами, с тетками. Это могли быть ваши друзья, круг общения определенный, определенная компания, определенные, понимаете, группы людей. Здесь вы прям все отсоединились от этого. Ну, ругань, да, ругань, конечно. И пошли в реализацию, блядь. В реализацию с высшими силами. Здесь даже дополнять смысла нет. Здесь 3 ситуации по энергиям, я скажу так, новые. Если кто еще в недопонимании находится, здесь у вас идет трансформация. Как у большинства людей душ сейчас на Земле. Вот. У кого-то это было раньше, у кого-то позже. Идет трансформация. Все эти 3 ситуации были, видимо, для вас актуальны. Может, вы хотели знать, сработало там, что вы делали, не сработало, либо что сейчас происходит. Вот это и происходит. Люди уже это делали и думают, что прокатит еще. Они не знают, за какую магию, блядь, за какой ритуал хватануться, лишь бы, сука, сработало, и берут нахрапом. Просто берут нахрапом. Да вы какое-то важное решение приняли для себя. Кто-то обнаружил, откуда на ваших детях, на вашем детище, проекте и тому подобное есть негативные создания.
И я вам хочу сказать, что здесь вы уже основательно сказали: не, ребят, я своей свободной волей изъявляю, что в жертве я не буду. И еще я здесь хочу сказать, ребята, здесь по потоку это идет. Кто-то дал такой пизды своим недругам, уж извините меня, что по их детям отлетела мама не горюй. И по детям ведьм, к которым они обращались. Угу. У детей сейчас начнется очень-очень глобальный трындец. Психологически минимум. Минимум психологически. Это было по энергиям в пространстве, поэтому я это озвучила. Вот так-то. На сегодня по потоку, бля, замечательно, ребят, реально замечательно. Здесь они делают такое ощущение, что, знаете, как вас возвращают в прошлое, вы вспоминаете и снято. Опять они делают, снято, делают, снято. Ну как, я ж не объясняю всей схемы. Вот. Они как будто Вселенной, знаете, Всевышнему еще раз говорят: вот, смотри, я делаю, да, и помнишь, я еще делал такое же. То есть Всевышний как бы видит, что они делают ритуалистику определенную, да, действия энергетические, психологические, там, ритуалы — это тоже энергия. И Всевышний такой: так, оп, и послужной список подобного ритуала за прошлое там десятилетия вываливается на эту душу. Он такой: ага, ладно, следующий, понимаете? И такое ощущение, что вот все, что они делали, им все возвращается, а с вас счищается, даже если были затыки в прошлом. Там где-то не дочистили, не сняли, либо вообще не знали, что это надо делать. Да, здесь у вас, здесь отсечение этого всего дерьма летит им. Интуиция хорошая. Ну, блядь, чё, кто-то обижается, у кого-то слезы, кто-то может быть в разочарованных таких моментах. Не без этого, ребят. Только смотрите, не перегрузитесь этим. Ну, насчет чего вы там грустить будете? Если этих людей нет в вашей жизни и подобных им вы не допускаете, что вам грустить? Ну, дерьмо да и дерьмо, отпустите уже это. Пусть оно там, блядь, плавает дальше. Уж поверьте мне, далеко не уплывет. Осознанным добра и любви этого мира чуть позднее еще кое-что у нас будет в эфире. Всем остальным пока-пока.